Интересно, что вбросили вчера интересную такую как бы дезу, что Дмитриева уволили. Ну, мол, со своими триллионами, 12, 14, вот это все, не нужен, короче, Дмитриев. Он сам в соцсети X ответил на вопрос, как бы в комментариях, говорит, нет, никто не увольнял. Значит, господин Дмитриев, правда, что вас сняли с должности? Он говорит, нет, много фейковых новостей от людей, которые не ценят правду. Ну и вокруг, собственно, этих людей, которые не ценят правду, затаилась другая же история. А почему? Почему? Россия, исходя из новых реалий, возьмет, не украдет Зеленского, как Мадуро, или не там ликвидируют, многие об этом рассуждают, понимаете? Вот как отвечает, ну, сейчас профессор МГИМО, разведчик, да, Безруков есть такой в России. Что страна может себе позволить с моральной точки зрения, и что она не может себе позволить. И как на нас посмотрят разные другие, которые нам верят. Глобальный юг, например, где мы выступаем контрастом, хорошим контрастом договороспособных, честных, выполняющих свои обещания людей по сравнению с теми, кто вероломен, недоговороспособен, готов на убийство, в том числе деятелей, ну, даже руководителей страны. Этот контраст играет, конечно, в нашу пользу. Но вопрос в том, что и войну-то тоже надо вести по военным технологиям. А в любой войне руководитель противника – это главная цель. Потому что за ликвидацией вертикали власти, командной власти, следует развал всего управления. А на Украине тоже точно. Мы своих целей добиваемся. Ну, понятно, да, то есть из этого вывода можно и так понять, и эдак понять. Проблема только в том, что ничего не изменит. Вот с точки зрения системы управления, вот эта вот ликвидация Зеленского. Я вспоминаю материал Политико. Помните, в самый там чуть ли не первый или второй год войны выходит непосредственно, по-моему, Ермак это комментировал. Говорит, так у нас будет военный кабинет. Ну, вот не станет Зеленского, мы там соберемся, и будет кабинет военный, что, пожалуйста, там Стефанчук, там вот будет всякие... Они, правда, конечно, и Ермак будет в этом кабинете. Но Ермака нет, есть Буданов на данный момент. В общем, ничего это не даст. Управление происходит не столько из Киева, сколько из других стран, в которых из-за проблем, конкретных проблем с энергетикой смута. Вот есть такой, скажем, бизнесмен, да, его называют, он в Палантире работал, немецкий, Ким Датком. Он призывает Европу вообще заканчивать и начинать покупать российское сырье, восстанавливать работу Северного потока. И говорит, даю совет. Вместо того, чтобы платить Украине еще 90 миллиардов, купите российской нефти и газа, восстановите работу Северного потока. Мир с Россией заключить проще, чем вы думаете. А Зеленский, он не популярен. Его любят только боты. Путина любят, Зеленского нет, пишет Датком. И вот такой вот единственный путь. Понимаете? Все просто. Ну, если так, просто. Но противостояние же не только с Европой или там с Британией, а и с американцами ведь тоже противостояние. Просто оно сейчас немножко на другом уровне находится. Вот прям сегодня Левит вышли и спросили. Ну, там же вот это министр иностранных дел, он же как бы сказал очень важные вещи о том, что ждут вторжения, никаких переговоров. А еще его же пытались выкрутить на то, что, ну скажи, кто ж вам помогает, что ж вы такие дерзкие? Китай, Россия. Россия помогает? А он говорит, ну как бы и всегда помогала Россия. Не сказать, что ушел от ответа. Песков сегодня тоже его спрашивают, он тоже ушел от ответа. Ну типа помогают? Ну как помогают? Помогают, конечно, помогают. Всегда помогают. Ну, союзнические договоренности выполняем. Ну, так вот, как все обтекаемо. Ну, и пресса на этом фоне выкатила материал о том, что разведданные дают. Якобы сейчас нет вот этих массированных ударов по Украине, потому что там спутниковая группировка или там все другие, скажем, усилия переброшены туда, на Ближний Восток, и там вот они цели разведают и передают Ирану. Поэтому по Украине пока пауза, и занимаются все там.
Ну вот у левит спросили, а что об этом вообще думает Трамп? Ну как это? Получается, что Россия помогает таки Ирану? Я хотел начать с этого вопроса сегодня днем, потому что у нас есть подтвержденные сообщения от американских чиновников, что Россия передает Ирану разведданные, чтобы помочь ему нацеливаться на американские объекты в регионе. Говорил ли он об этом с Путиным? Послушайте, я оставлю это самому президенту. Но что я скажу, Джон? Мы не комментируем разведывательные сообщения, которые сливаются в прессу. Произошло это или нет, честно говоря, это не имеет большого значения, потому что президент Трамп и вооруженные силы Америки буквально уничтожают террористический режим Ирана-изгоя. Ну, вот так вот. Ну, так вот. Ну, как бы ему все равно. Помогает, не помогает. Им все равно. У них вообще свои отношения. Так а Зеленский что? На фоне этих переговоров, духа Анкориджа, а он не отдает Донбасс. На Донбасс сегодня приехал Зеленский. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні Донеччина, наша земля, наші воїни. 28-ма бригада, 100-та, 24-та окремі механізовані, 36-та бригада морської піхоти. Где? Вот я вот смотрел это обращение, оно, кстати, короткое. Оно такое, оно, по-моему, чуть-чуть длиннее, чем с Купянска. Ну, Купянск-то, типа, было опасное же место, опасное там, это же... А тут он стоит посреди города, но не называет какого города, как бы сообщение короткое, вообще что не пойми что. Ну, вот правда, там вот так вглядываешься. Ну, Дружковка, это понятно, центр города. Он стоит и говорит, да, там вот мы здесь, и говорит, и начинает перечислять бригады. А что он их перечисляет? Что ты хочешь сказать? Хочу подякувати всім вам. А. Всім, хто захищає нашу державу. Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, інші наші міста. Росіяни не відмовляються від війни і тут на Донеччині на весну готують наступ. Важливо, щоб наші позиції були сильними. Важливо, щоб забезпечення бригад було достатнім. Хлопці тримаються достойно. І саме так буде триматися і надалі наша країна, наша дипломатія, наш народ. Усім нашим партнерам в Америці, в Європі, де завгодно варто чітко розуміти, що Путін, іранський режим, Північна Корея, Лукашенко і інші подібні дружать тільки заради того, щоб таке, як з нашим Донбасом. То есть, смотрите, да, вот это очень интересный, да, интересный кадр. Вот этот. Вот он, да? Вот это вот очень интересный кадр, обратите на него внимание. Ну, давайте дослушаем. Он же все-таки обращение записал, съездил же в Дружковку, и причем, смотрите, показывают его, да, там он стоит охранник, ну, как военный, сопровождает, смотрит по сторонам, чтобы никто близко не подошел, показывают его со второй камеры, чтобы не было, типа, версии, что это искусственный интеллект. І заради того, щоб таке, як з нашим Донбасом, робити там, де вони хочуть. Зло треба зупиняти, українці тут, на Донбасі, саме це і роблять. Дякую всім, хто з Україною. Дякую всім, хто б'ється проти Росії, хто захищає життя. Слава нашим воїнам, слава Україні! То есть, смотрите, вообще кадры кто в лес, кто по дрова. На это все обратили внимание. Достаточно короткое обращение. О чем? Поблагодарил воинов, говорит, Донбасс наш и все такое. Но люди, которые, они все-таки есть еще, да, на Донбассе, интернет у них есть, и они вот обратили внимание. 2 дня назад Министерство юстиции Украины публикует, ну, такой пост сострадания. Почему? Потому что, значит, сотрудница Дружковского отдела ЗАГСа погибла при ударе. Одни говорят кабом, ну, вообще это, наверное, дрон прилетел какой-то тяжелый, может, каб. В общем, значит, обстреляли Краматорск и Дружковку, и вот эти удары были по объектам гражданской инфраструктуры, попали по адресу, конкретно адрес называют, улица Соборная, 13, там Дружковский ЗАГС находится. Значит, место, где люди регистрируют рождение детей, создание семей, важное событие своей жизни. Момент взрыва в помещении была начальник отдела Наталья Николаевна Павличенко. Ее тело было найдено под завалами дома, ну, этого здания. Наталья Николаевна проработала 18 лет в ЗАГСе. В общем, тяжелая утрата. Коллектив Министерства юстиции. Соболезнования, бесспорно соболезнования, светлая память и, собственно, фотографии. И фотографии того места, где сегодня Зеленский.
записывал свое обращение. Ровно того самого места. Консерва. Консерва. Но тут же возникает другой вопрос. Я просто, смотрите, все говорят, да понятно, и в Купянске так было, и где-то еще так было, и его там снимают, всякие там Blacky Magic, все это понятно. Вопрос в другом. А если Зеленский всем сказал, что он поехал на Донбасс, а на Донбассе не был, или был там раньше, или когда-то, а где он был сегодня? Где Зеленский? Что с ним происходит? Тут Безруков тут рассуждает. Может, случилось чего? Ну, как бы, я понимаю, что не надо спешить радоваться, но давайте все-таки подумаем. Если ты записываешь вот такие консервы и выдаешь их, это можно объяснить там разными событиями, но 2 дня разлета, это нам говорит о серьезных каких-то прям проблемах. Причем не только у этих, в головах вот этих профессионалов, которые с ним работают, у них там, мне кажется, все нормально, они понимают, что да как, и следят за новостями тоже, они как бы немножко, они вот пытались этими перебивками, крупными планами как-то это все скрыть, но один из кадров с этим ЗАГСом проскочил. Это проблема у самого Зеленского. Он сегодня подписывает закон, что все должны водители останавливаться в момент минуты молчания каждое утро в 9 часов. Обязательное проведение минуты молчания. Это ритуал благодарности, почтения памяти. Органы государственной власти, значит, обязаны обеспечить информирование о начале и завершении на предприятиях, организациях. Значит, сообщать о минуте молчания должны СМИ, независимо от формы собственности. Все. Газеты, пароходы, везде. Везде минута молчания. То есть надо быстро поблагодарить каких-то военных, поперечислять бригады в консерве записанной. Всем стоять. Минута молчания. То есть минута молчания тоже бутафорская. Законы бутафорские. Законы консервы. Сам, получается, Зеленский записывает заблаговременно. Это толкает людей, которые за этим наблюдают, к очень нехорошим умозаключениям. А ты вообще в Киеве? Или ты вообще на работе? Ну, там, заболел, может. А может, уехал куда? Никто не знает. А может, еще что-то. А всем сказал, что ты на Донбассе. Зеленская. Где муж? Говорит, на Донбасс поехал. Но мы же видим, что его там нет. Что происходит, Зеленский, во время войны? Такие консервы. А война идет. Не шуточная. Вот похожий прилет, но только дроном «Молния» сегодня получили Сумы, прилетела в город. Deep State сегодня сообщили, что в Сумской области Россия расширяет контроль над, скажем так, на одном из приграничных направлений, там село Покровка. Серая зона соединила этот участок с соседним российским плацдармом в Гробовском. То есть тут конкретно уже чуть-чуть шире стал этот условный заход россиян. Обстрелы сыпятся по всей стране. Это Николаев. После удара дрона 3 раненых, а погибших, по-моему, не заявляли. Ну, то есть заявили сразу о 3 раненых. То есть люди под обстрелами. Какой-то дрон шальной залетел. А у тебя 2-дневной давности видео. В чем дело? Надо разобраться. Подождите. Ну, не хватит зараду разгонять. Они все быстро отремонтировали. То есть 2 дня назад был удар, и было вот так. Там даже сам памятник этот пострадал. Осколок прилетел. А они быстренько все убрали к приезду Зеленского. Раз, и все. Ну, то есть... И сегодня уже все хорошо. Поэтому верим Зеленскому, он ездит, благодарит армию. Вчера наградил Стерненко, сегодня благодарит армию. Все в порядке. А в это время людей ловят и отправляют туда. Только не задним числом, а как бы передним, если так можно выразиться. Запорожье.
Ужас! В общественном транспорте. Зашли в автобус и, в общем, вытаскивают. Женщины кричат еще: ты что снимаешь? И выбивают камеру. А чего? Ему все можно. Темпы. Темпы же сумасшедшие. Мобилизации. Представили нам эти темпы портал «Слово и дело». Значит, смотрите, все хорошо с мобилизацией. Все отлично. Ну, вот там 4500, да? Ну, вот в 26-м году подписано контрактов, да? Соотношение было 1 к 3, там 1 к 9, факт, план. То есть контрактники, количество контрактников растет. А что там по мобилизации? А по мобилизации вообще все замечательно. 30-34 тысячи в месяц было там в том году. 30 примерно тысяч. 1 миллион человек, да. 950 тысяч. Официально заявляют там 808. Короче, где-то они потеряли 1 миллион в этой математике. Значит, за период с февраля 22 года по настоящее время пополнение 1 600 000. И это было еще на тот момент 400 тысяч армии. Где 1 миллион украинцев, вообще непонятно, потому что заявляют официальную цифру, там 800 человек. Где? Где эти люди? В СЗЧ все? Погибшие? Так погибших 55 тысяч. А люди не хотят, собственно, идти воевать. А их вон сколько много. Еще и не досчитаются никак. Это Хмельницкий. Женщина бросила... Фото дня называется. Женщина бросилась на капот патрульных полицейских. Ну и показывает, как это... Знаете, в йоге есть такая поза льва. Как Кристалина Георгиева говорила. Рычите, рычите. И вот она, льва. Рычит, короче. На них замес там был нешуточный в Хмельницком. И люди... победили и полицаев, и ТЦКшников. И радуются, поддерживают себя, потому что вот эти все лбы, когда всех много, они ничего не смогли сделать и просто ретировались в момент своего какого-то плана. Сегодня перекрыта трасса Киев-Чоп. В обоих направлениях сумасшедшие пробки. Ну, как раз туда, на Европу. Трасса. Перекрывали, ловили уклонистов. Ну, и люди как бы не смогли разогнать этот блокпост, потому что они все, собственно, полиция, все трасса. А вот когда они массово во двор заходят, и люди там есть, они могут их победить. И получается победить. Причем интересно, что эта победа уже как бы вдохновляет людей. На покої бус, нічого не закінчується в цій країні. Диви, що зараз. Ти бачиш? Город Киев, замес. Смотрит человек и рассуждает про эту страну. В рукопашку, человек боевой паренек, готов драться, его пшикают газом. Но, в общем, люди отбили мужика. Поліція не за людей, а проти людей. Достав, надивись. Достав пістолет. Ти бачиш? Готов стрілять. Український народ. Поліція. Готова стрілять український народ. Готова стрелять полиция, украинский народ. Он схватил пистолет. Ну и, собственно, в этом случае просто повезло. Отбили, победили. Вместе з ТЦКшниками. Люди повиходили з машин, щоб цей безпреділ якось зупинити. Бо це просто безпреділ. Це безпреділ зі сторони поліції. Відбили людину. Молодці.
балаклавах, нічого не бояться, достають оружие. Ну, понятно, что это объясняет. Человек в возрасте, там, вот видите, на ускорке, снимает это со своего окна в городе Киеве. В городе Киеве. А это вот женщины в Черкасах, в магазине. Ёб твою мать. Ёб твою мать. Значит, это же тоже цирк какой-то. Там, значит, супермаркет, и они идут, знаете, куда? В качалку, в тренажерный зал. Ага. На гору йдіть, там качки, воно, пішов. І що ти тут шукаєш, скотина? Диви. І скільки вони будуть ходити по магазину? Ті там стоять, да, Муш? 12 їх було. Ти вже То есть там качалка, но они так раз-раз-раз и зашли в супермаркет и по магазину, и уже там на кассе, уже там к людям пристают. порахувала. А воно вже Зоя якось піхає. А це теж з ними оцей? Ага. Ось все. Вони ось ж трошки виманулися в качалку, але не І в розкрили. балаклавах, ти бачиш? Ну а что им делать в качалке? В магазине надо. Там хоть люди при деньгах покупать что-то пришли, а в качалке там что? Что у них? Батончики забирать. Стоять Дивись, ось у магазині, стоїть. там, ось оці виходять. Дивлюся. Ого. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, 8, Ага, Нелька погнала. Погнала. Це що, вона кричить, зараз на них іде ззаді? Оце вона такі Оце, блін, мота, вони виходять, нічого й не один з кажуть. телефоном був не в формі. Оце він балакав, він був в балаклаві, але він був не по формі. Я Один поняла, єдинственний. да. Оно, пошли. Сразу. І я як той баран закритим ротом. 17 человек. Они еще в таком количестве, они стали бояться еще, понимаете? Они вот бояться стали. Причем, поэтому вот так вот и ходят. Причем вот эти люди, они испугались, да, и они с одной стороны, да, а с другой стороны, как бы, да, женщины не испугались, погнали их. Там женщина бежит, там сотрудница там супермаркета кричит им, выгоняет их, а они заперлись вот это ловить мужиков, отлавливать. Вот такие массовые облавы. Это прям облавы. Но когда людей много, они ретируются, они боятся. Они не вступают в контакт, они там как бы понимают, что силы не равны. Но когда как бы толпой одного хватать, это они легко. Это они прям очень легко. А что с ними случается там? Ну вот там. СЗЧ, говорите? Не, тут вот признался недавно один из Кракена. Мосс у него фамилия. Что вот в этих мобилизованных, которых не досчитываются миллиона, как-то где-то он испарился по статистике, которую представило «Слово и дело», что они вот сидят, там же запустили это «Армия плюс», и вот человек хочет перевестись куда-то, а он говорит: переводишься от меня куда-то, в пехоту пойдешь, то есть на мясо. Армія плюс, вийшов, ми вже там домовилися в армія плюс, зараз ми быстро шляп. Да, то ми раз подали, раз закрили, другий раз подали, сказали ще раз, і піхота, і за вас просто ніхто не стане. Ну, то есть, как бы... Якщо ще раз спробуєте Ще перевестися? третій раз подасте, блядь, то, как бы, це буде крайня ваша, що ви змогли зробити. Такі реалії. Херася. Ну, этот даже не выдержал, говорит: нихера себе, так понятно, что это откровение целое. То есть, если ты подаешь рапорт через армию, командиры не дают тебе армия плюс пользоваться. Хочешь какую-то другую бригаду? Он это узнает и отправляет тебя на ноль. Не доставайся ты никому, называется. Понимаете? Зато в стране процветает бронь. 2 группы – бумбокс и без обмежень. Сообщил сегодня Минкульт, признаны статус им дан критически важных предприятий, играющих ключевую роль в функционировании экономики и жизнедеятельности страны. А как? У этих бронь. Это означает 50% всех там, кто в их фирмах, да, можно бронировать и выезжать за границу, все хорошо, это критически важно. А вот эти магазины, вот эти стройки, заправки, это не важно. Стратегически важно вообще готовить всех. Вот в Комитете по нацбезопасности и обороны
значит, разработали решение, приняли даже, и парламент подали, что во втором чтении нужно принять, значит, ряд изменений. Вместо базовой общевоенной подготовки надо ввести комплексный подход. Подготовка к национальному сопротивлению. Значит, студентов и учеников школ независимо от пола надо обучать военным дисциплинам. Также предусмотрено, скажем так, создание специализированных центров подготовки граждан, тоже Верещук носилась с ними, национального сопротивления, которые предназначены, все-таки для практических вопросов. Стрельбища. На полигонах ВСУ будут, сертифицированных стрельбищах, современных интерактивных тренажерах. Лица, значит, чья вера, да, не позволяет пользоваться оружием, могут заменить как бы военные модули курса другими. Лица с инвалидностью или те, кто потерял трудоспособность, так и быть, ладно, можете на теорию приходите, на практику вас не будем брать. То есть всех и каждого, студента, инвалида, школьника, всех будут загонять в эти центры. Всех будут готовить к войне. Дальнейшей войне, будущей войне. И нам говорят, что это тенденция такая европейская. Вон Мерц, смотрите как. Мерц или там вот эта датчанка Фридриксон, да, вот это, она тоже, в общем, там повестки уже надо готовить, собирать, считать, реестры, базы, сколько молодежи. Аж в Германии запротестовали школьники против таких инноваций и решений. То есть тысячи школьников в разных городах выходят с плакатами, это марш такой, мы против, мы не хотим. Вопрос в том, нужна ли нам вообще эта вся история, ведь в Европе мы во всем мире, да, вот говорит этот парень, есть много стран, которые обходятся профессиональной армией. Никто не учитывает их мнение. То есть жребий будет. Если будет недостаточно добровольцев, парламент может разрешить призыв, в том числе по жребию. Ich gehe fast davon aus, dass es eine wirkliche Wehrpflicht wird, weil wir sehen gerade, wir sind auf einem Schulstreik. Die Schülerinnen und Schüler sind nicht bereit dafür, für die Interessen von einigen wenigen in den Krieg zu ziehen. Девушки, значит, добровольно могут писать в Германии эти аптеки, анкеты, да, а, собственно, мальчикам всем, в общем, дают эти и говорят, давай, готов или не готов, Бундесвер, готов или не готов. И как бы там протесты. Выходят люди, говорят, не хотим мы вот это защищать ваше все. Профессиональное, окей, давайте. Мы и так платим. Но тут же никто не поднимает вопрос, а мы же Украине платим, они ж воевать, пускай воюют. Он Зеленский отправил же Дубай защищать, или какую-то другую, может быть, ближневосточную страну залива. И вот давайте, это ж мы Украина, мы ж их кормим, мы ж им деньги даем. Орбан, правда, артачится, блокирует, но ничего страшного, прогнут под нефтепровод «Дружба» и выделят. У Зеленского выхода нет, вот он мечется, плюс еще там деньги какие-то левые ловят в украинских инкассаторных машинах. То есть, пускай украинцы воюют. Они не так умирают, они такие профессионалы, боги, и выворачивают эту пропаганду. Школьники, люди с инвалидностью, пенсионеры, все в центр сопротивления. Мы ж Европу защищаем. Ясное дело, что школота немецкая не хочет этого делать. А против кого им это делать? Вы знаете, очень многие говорят, что Европа будет в ближайшее будущее втянута в войну и будет воевать. Прям Европа.
Прям вот эти вещи, помните, в Давосе, кажется, показывали на больших экранах, украинская делегация искусственным интеллектом смонтировала, сгенерировала фильм, как летят вот эти дроны, шахеды и поражают разные города. Так вот, сегодня Иран вышел и сказал, если вы присоединитесь к американцам и израильтянам по войне с нами, мы будем по вам стрелять. И уже видно, там показывают карты, сколько там 3000 километров куда-то летит, сколько 2000 километров. И вполне вероятно, что не Россия нападет, а Иран нападет. А Иран нападет по военным базам, если НАТО впишется прямо. Ну, там нет консенсуса, поэтому вряд ли. Но если какая-то страна европейская, то почему бы и нет? И Европу может вообще ей прилететь оттуда, откуда не ждали. Это они там стратегические игры какие-то разрабатывали. Аж вот сейчас, сегодня вечером такая новость. Вот, там Россия размещает свои войска со стороны там Прибалтики. Это вы там просчитали, как там воевать. А вы с иранцами повоюете в воздушной войне. Потому что, как показывает практика, ПВО, конечно, это штука хорошая. Все рассказывают, что ПВО нет у Ирана. Там они летают, эти самолеты, приветы передают. Мы над Тегераном, вот там хорошо, какие мы классные. Но дроны сбивают, например. Иногда сбивают, и иногда и в дружественный огонь попадают. Ничего хорошего в этом нет, в том, что они демонстрируют. А зачем им ПВО? У них все под землей. Подземные города, туннели, бункеры, все там. Бункерные бомбы, ну так а вы найдите для начала, чтобы куда-то попасть. Поэтому Европа вряд ли, скажем, поддержит Трампа. Потому что внутри куча мусульман. А джихад еще пока никто не отменял. Джихад же объявил Иран. Фетвы издают вот эти... ну, скажем, хотел сказать руководители, да, ну, вот эти муллы, да, которые по мечетям издают, и, в общем, все. То есть надо мстить, надо уничтожать, а это означает, что вполне себе нарядятся в какой-нибудь поясок с каким-нибудь горючим веществом взрывоопасным, и начнутся на площадях в той же Европе, если они влезут. Это не Палестина. И то палестинские там разные товарищи сходили с ума, бегали то с ножами, бегают периодически и въезжают на автобусах и на грузовиках в остановке с людьми, сбивают людей, калечат людей. Да, да. Но, простите, пожалуйста, если влезет Европа сюда, то ее просто взорвут изнутри. Все хорошо. Но все-таки прекрасно, что есть вещи такие, знаете, постоянные. Вот за Порошенко Путин охотится. Мы сегодня все узнали. Вот что в мире не происходит? Иран, Ближний Восток, война. А за Порошенко охотится Путин. А тепер про сумні події. Путін полює за мною безпосередньо. Представляете? Путин охотится за мной непосредственно. Підприємства, які належать до Трастового фонду управління родини Порошенко, обстрілюються ракетами «Іскандер». Вы представляете? Искандерами. Не смешите мои Искандеры. Это почему Искандерами стреляют по предприятиям? Потому что это Порошенко... Прям в него целились. І гинуть люди. З часів нашого засідання попереднього Київська кондитерська фабрика «Рошен», влучили в неї 2 ракети і шахеди, загинули люди. 24 січня, 6 лютого логістичний центр «Рошен», реактивні шахеди влучили в об'єкти, які належать трасту моєї родини. Траст моей семьи. Я нищий. Загинули пожежники. Пожежники знаходяться в тому числі і в важкому стані, і досі не переведені з реанімації. Ну, то есть Путин охотится. Вы думаете, Путин там с Украиной воюет? Это он с Порошенко воюет.
Пока Путин охотится на Порошенко. А где Тимошенко? На заправке. Королева бензоколонки. Кращий доказ корумпованості української влади – це ціни, які ви зараз бачите на автозаправках. Вышло-то в люди, в народ. Смотрите, вот там через дорогу заправка, а у меня локоны, причесочка, накрасилась. Ви розумієте, що ціни, які зараз підвищилися на дизельне пальне, на бензин, абсолютно необґрунтовано підвищилися. Ну, понятно. Нет войны там в Иране, нет этого всего. Ормузский пролив, да ну пху ты. Несправедливо, вот неправильно повысить. Во всем, в Европе. В Европу надо тебе съездить, Юлия Владимировна. Там тоже несправедливо как бы поднялись цены. Десь сьогодні до 8 гривень. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що корупція включилась на повну потужність. Коррупция виновата в том, что цены повысились. І нікому не цікаво, ні НАБУ, ні САП, ні уряду, що відбувається. І, безумовно, антимонопольний комітет не помічає, що сьогодні спекуляція, по суті, стала ознакою торгівлі нафтопродуктами. І за все це платять українці. А найцікавіше, знаєте що? Що реально Укрнафта – це державне підприємство. І воно перше і найвище підняло ціни. Замість того, щоб державне підприємство Укрнафта не підвищила на жодну гривню ціни на бензин і на дизельне паливо, вони сьогодні в спекулятивних цінах перші. А хто кладе ці гроші в кишеню? Хто від держави сидить на цій корупції? Я зараз хочу звернутися до двох прем'єр-міністрів. До пані Свириденка і до пана Шмигаля, який зараз є у нас міністром енергетики. Чому немає постанови відносно Укрнафти, які забороняють зараз ці спекулятивні оборудки і фіксують ціну? На українські нафтопродукти немає ніяких абсолютно підстав підвищувати зараз ціни. І я вимагаю, щоб вівторок, коли буде перший день засідання Верховної Ради на наступному тижні, щоб були викликані і пані Свириденка, і пан Шмигаль, і щоб вони відзвітували перед суспільством, чому на державній Укрнафті зараз спекулятивні ціни на бензин і дизельне пальне, і чому антимонопольний комітет мовчить і ніяк не діє, і сьогодні з людей беруть втридорога за бензин і дизельне пальне. Юля работает. Работает Юля. Видите как? Работает, вышла. Ветер в харю, а я шпарю. Работает. Ну, Свириденко, не знаю, никуда, наверное, не пойдет. Они там же с Зеленским вчера посовещались, там наговорил там на Орбана. Ну, кому интересно, да, вот эта вся история. Она уже сказала, там всего чуть-чуть, там 5 гривен подняли, самое вот минимум подняли, Укрнафта, да, вот Тимошенко права, то есть одна Юля, другой Юле дала задание. И та, говорит, та отчиталась, говорит, все нормально. Цены, правда, растут. А так, конечно, очень интересно на этот счет поморосить и политические баллы заработать. То есть Тимошенко продолжает бороться с обидой о НАБУ, о коррупции. Она же как бы все понимают, что под уголовным делом. Все же они под уголовным делом. Ну, почти все. А что в России? А там, кажется, все серьезно с Телеграм. Значит, 1 апреля, по всей видимости, скорее всего, будут какие-то ограничительные меры применены. Почему? Потому что уже и Путин общается с полковницей связи о Телеграме. Знаете, работа ведется как бы в этом направлении и, соответственно, развивается. Конечно, вот сейчас подняли вопрос по блокировке Телеграма, да, и это такой вражеский вид связи. Вражеский вид связи. Ну, нам надо что-то, наверное, разработать свое такое, улучшить, соответственно, макс наработать, и будет все хорошо на фронте. Есть еще вопросы, которые нужно доработать в рамках этого макса, да? Да. Но в целом специальная связь в войсках. Специальная связь организована, соответственно, отлично, да. Проблем нет. Да, но вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и не подконтрольны нам, представляет опасность для личного состава? Конечно, да? представляет опасность, да. То есть использование тех видов связи, которые нами не контролируются, представляет опасность для личного состава, да? Да. Да, представляют опасность, да. Нашли уже ее, мужа его, ее родственников ее.
вот этой полковницы Ирины аккаунт. Причем родственники там в сети, все нормально, да, несмотря на все вот эти опасности. Быстро разыскали. Ну так, опасность ее работа. Она же связист с российской армией. То, что происходит с вот этой всей историей, и когда переплетают, ну, условно, военную связь и связь вот эту через Telegram, как мессенджер, да, то есть это понятно. Все используют там Telegram, понятно, что все ясно. Но связь-то есть, у военных своя есть. Системы связи есть, а Telegram надо закрыть. Почему? Чтобы Макс был. Частная контора, тоже вполне возможно где-то на офшорчике зарегистрировано, пожалуйста, государственный мессенджер, копируют функции, стараются, ну, не в конкурентной борьбе, а как бы вот с помощью государства продвинуть и топят Telegram. Топят, причем зачастую те, кто в нем сидит. Точно какие-то враги. Ну вот реально какие-то враги это все советуют. Путин советуется с ней. Да, опасно, да, опасно. А чё ж родня твоя и ты сама там? Нашли ж за 2 секунды тебя. Так бы никто бы не нашел эту опасность. Напишите в комментариях, вот вы за то, чтобы Telegram убрать, или за то, чтобы его оставить? Вот очень, правда, очень интересно. Причем про этот Telegram кто-то явно знал заранее. Все вспоминают сейчас с новогодней вот этой прямой линии с Путиным. Правда ли в день дурака всю страну переведут в госмессенджер МАК? Правда? Тогда отвечал Путин. Начинал там тоже рассуждать. А сейчас это видите, как стало опасно. Тоже, видимо, кто-то заносит всю эту историю. Надо не блокировать все, а наоборот все разрешать. Наоборот. Быть свободными. Все равно это иллюзия свободы. И WhatsApp есть у родственников у этой полковницы связи. И у всех все эти мессенджеры есть вражеские. У всех все есть. Нет, угроза, конечно, слива данных, она есть. Вот по поводу WhatsApp, да, там вот это мета. Недавно сообщили, что очки вот этой компании, которая записывают видео, без ведома людей записывали, как они раздеваются, ходят в туалет, занимаются любовью. Вот эти Ray-Ban с встроенными искусственными интеллектами автоматически обрабатывают данные, включая речь, текст, изображение, видео, а потом отправляют сторонние компании в Кении вот эти данные. Функцию отключить эту нельзя, сообщила Daily Mail. Иногда очки записывали конфиденциальную информацию, например, как данные банковских карт или просмотр всяких видео для взрослых. В мета передается содержание разговоров с искусственным интеллектом и сообщений, отправленных ему. Анализ этих данных проводится автоматически или человеком вручную. То есть все обо всех все знают. Все знают обо всех. Но тут возникает вопрос, а знаем ли мы сами себя? Мы, люди, себя знаем? И насколько? Некоторые для себя сделали очень удивительное открытие. И вы, наверное, поймете, почему сегодня вот такой именно, да, вот такой опрос. Значит, какой культурный код вам ближе? 3% западный, 9% национальный, 15% никакой, космополит и гражданин мира, и 72% советский культурный код ближе. Значит, что интересно, что вот так получается. Ну вот 30 лет, да, человеку, и он не помнит Советский Союз, у него даже, условно, нет, да, нет у него даже бумажки от Советского Союза, там имеется в виду, что он родился. Вроде как, нет этого. Но их все равно тянет в советские фильмы. Вот одна пользовательница соцсетей поделилась наблюдением. Мне почти 30, я заметила такую странную вещь. Мой культурный код, который должен быть буквально прошит голливудскими блокбастерами, сериалами нулевых, вдруг начал тянуться к российскому кинематографу, к советским фильмам. Я их в детстве особо не смотрела, а там диалоги, которые можно просто слушать. Да ладно.
Там герои, которые могут быть просто хорошими людьми, а не супергероями. Они могут не обладать какими-то суперспособностями или особенным бэкграундом. Там ощущение человеческого масштаба. Не судьба всей вселенной, а судьба одного человека. Да, история одной семьи, одного человека. Там крепкий орешек не спасает весь мир. Там нет вот этих марвеловских или, например, обязательно там черные или геи, но какие-нибудь там короли или при дворе в какую-то историческую эпоху, когда таких не было. Там этого нет. Одного института, одной квартиры, одного дома, одной коммунальной кухни. И все это про людей. А еще эти фильмы очень размеренные, и о важном говорится не крича, а чуть ли не шепча. Юмор строится на абсурде ситуации, а не на унижении. Дружба — это ценность, а любовь — даже судьба. И после просмотра этих фильмов у меня складывается ощущение, будто я нахожу какие-то недостающие кусочки для своего настоящего, и складывается и обретается некоторая целостность. Напишите, согласны вот вы с ней или нет. Хотя, нет Советского Союза. При ее жизни не было Советского Союза, но ее все равно тянет на советские фильмы посмотреть. «Джентльменов удачи», «Иронию судьбы», там «Большую перемену», «Служебный роман». То есть, понимаете, тянет посмотреть. Размеренная речь, да, не громко, даже шепча, но говоря о важном. Откуда это? Откуда это тянется? Все же должны боевики. Рэмбо, Первая кровь, руку зашивают. Титаник, там все тонут. А тянет вот туда. Интересно, почему? Интересное явление. Тут скоро 8 марта, послезавтра. И, в общем, информационное агентство РИА Новости российское, значит, провело опрос. Так вот, значит, песня «Все для тебя» стала самой популярной в караоке. За последние 6 месяцев, с 1 сентября 25 до 28 февраля 26, самым востребованным треком была именно эта песня. По данным исследований, они исследования в Москве провели. Значит, второе место у песни «Бухгалтер, милый мой бухгалтер» группы «Комбинация». Третье села «Батарейка», коллектив «Жуки». Среди популярных в караоке треков также там «Оружие» группы «Пицца», «Босая», «Солнышко», которое в руках, а также «Седая ночь» в исполнении Шатунова. «Конь Любе», «Царица» Настя, «Вечно молодой», «Вечно пьяный», смысловые галлюцинации. Потом спрашиваешь, а чё ж ты так это все? Откуда? Сколько лет этим песням? большинству из них. Некоторые перепеваются, понятно, современниваются. А они вот до сих пор популярны. Ровно так же и те песни с советских лет в фильмах, которые тоже... Потому что они что-то с собой несут. Какой-то вот код. Как это разгадать? А может, за этим, вот, казалось бы, абсолютно, не для политического стрима, не для наших там каких-то вот этих... Может, в этом и есть место, вот это, которое можно немножко поскоблить и понять, когда закончится война. Точнее, когда, как и почему она идет, и почему мы можем ее закончить. Вот, пожалуйста, девочка никогда не жила в СССР. Может быть, вот смотрите, песни какие поют. И они точно такие же и в Киеве, и в Одессе, и в Харькове. Даже, наверное, и во Львове такие же. Вот вам и культурный код, и пласт. Все их знают, все их поют. Так, может, надо искать вот эти точки, которые нам хотя бы помогут в себе разобраться. Я не говорю там на основе их примириться. Там, нам напишет Стас Михайлов «Мирный план». Я не об этом. Я о том, что все-таки есть больше вещей, которые нас объединяют. Даже общее горе от потерь и общие там, кошмары этой войны – это то, что мы прошли. Сейчас мы видим по реакции в Дубае
на все происходящее, и то, как там все, ну, с точки зрения быта, жизни, как там это все происходит, это тоже больше объединяет как раз-таки, как-то не парадоксально, две воюющие стороны. Ну и у школе праздники, как я вначале говорил, корпоративы везде. У Лукашенко тоже торжественный прием. Счастливых вам праздников. И если хоть один мужик вас обидит в эти дни, найдите возможность. Ну, у нас же ТикТок есть. Каждое утро читаю. Иногда до смешного доходит. Но если кто-то обидит вас, вы напишите мне. Я обязательно отреагирую. А Дмитрий Николаевич, глава администрации, он слышит это, он раньше меня возьмет это на контроль. Успехов вам, счастья. И вашим деткам счастья, успехов. Напишите в ТикТок. Слушайте, начали бежать, ну, писать. Мужики-то обижают. Ну и пришлось закрыть сообщение тем, кто ведет страницу Лукашенко. Вроде как это его аккаунт, и все сообщения официальные, да. Ну, зато подписалось много человек за раз. Ну, понятно, что это все юмор. Напишите в ТикТок, на деревню к дедушке подпишите. Но в любом случае, пускай никаких женщин никто не обижает. Милая дама, спасибо вам большое за то, что вы здесь, вы тоже на шуме, за то, что вот все ради вас. И все из-за вас, во имя вас. И вы наше самое и самое дорогое, что у нас есть. Наше вдохновение, наша опора, наше будущее, потому что воспитывайте наших детей. С наступающим 8 марта вас, дорогие зрительницы. Друзья, всем большое спасибо за то, что побывали сегодня на шуме. Вот видите, как и 2 часа пролетело. Очень благодарен вам за то, что мы вместе. Так, эфир вылетает 5-й раз, пишут. Что-то было со скоростью, наверное, или с вот этими всеми... Ну, вот этими, как это называют, серверами, да, возможно. Напишите, пожалуйста, и в комментариях напишите, или напишите, в общем, если нужно перезалив сделать, да, потому что, ну, прямой эфир все-таки. Да, женский праздник близко-близко, подрастай моя, да. Так, мерси Баку, спасибо большое. Так, спасибо, супершум, благодарю. Так, Шелест, так нечестно, из-за вас мужики напьются раньше нужного. Слушайте, так вспомните нормальное время. Это сейчас, если честно, устроили какой-то дурдом. Вот в Украине, да, то есть выходных нет, праздников нет. То, что обычно как на воскресенье припадает, соответственно, выходной день в понедельник. Ну, то война, какие выходные, не до войны. Праздники, календари все похерили. Значит, женский праздник придумали какой-то другой, день украинской женщины. Ну, это же идиотизм, ребята. Ну, то есть, все то, к чему привыкли, перепрошили, оболванили, а потом говорят, воюйте. А все так смотрят и говорят, а за что воевать? Ну, за что воевать? Наоборот, это все надо было, ну, как бы, в помощь пропаганде вот этой, скажем так, патриотической зашивать, что за наших женщин, за 8 марта, еще... а они геть від Москвы. Ну, как Порошенко говорил, помните, одни на нее уже все охотятся. А получается, что наступили на грабли, эти грабли оказались детские, ударили как раз-таки по вторичным половым признакам, и все, и привет. В смысле? За какую Украину? Все же помнят Украину, где было 8 марта, где пели в караоке русские песни, по-русски, старые песни, там, до 2014 года, где украинские исполнители пели по-русски, нормально все было. Ну, то есть, за какое число умирать? За 8 марта или там какое-то июня?
А Рождество за какое идти воевать? Рождество? За 25 декабря или за 7? Или за оба? За Пурим или Рамадан. Ну, то есть, все сбили все ориентиры, понимаете? Всех девчонок с праздником. Так, Украина без подсвечников. Ну да, всех женщин с наступающим праздником. Спасибо, Саша, за доброе пожелание. И шум, спасибо. Саша, спасибо, друзья. Львов чужие, Львов не чужие. Там тоже все нормально празднуют. Просто вот эта вот история, которую переняли, дали поверить в свою исключительность, натянули это на всю страну, вот это чужое. Нам хана, наступила весна. Ну да. Так. Шумный шум получился, Саня. От души. Спасибо большое. Да, напишите, если там нужен будет перезалив, потому что, правда, что-то со связью было, по всей видимости, первый час эфира. Да, батька, куда орешник заныкал. Клара Цецкин, Роза Люксембург. А Зеленский, кто он, да. Спасибо за поздравления. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайки. Примите от меня самое что ни на есть доброе и светлое пожелание. Всем доброй ночи. Добра и света. Хорошо пошумели.